Кормлю я цыплят с первого дня и до 2 месяцев только комбикормом, больше ничего. Главное, качественный, хороший комбикорм. И вода. Вода с крана, но не холодная. И качественный, хороший комбикорм. Если хотите, можете пропоить аптечкой для цыплят. Все по инструкции, соблюдая точно написанную инструкцию в аптечке. Цыплятам сегодня 5-е сутки. Смотрите, я уже поставила им бункерную кормушку. И уже цыпленок, самый первый смелый, прибежал и спокойно достает. То есть мне уже нет необходимости насыпать им корм под ноги. Прекрасно. Это и экономия корма, ну и самое главное, это санитарная гигиена. То есть они теперь будут есть корм чистый, потому что как бы мы ни старались, пачкается подстилка, и если на подстилку насыпать комбикорм, то он пачкается, и, естественно, цыплята едят вместе с пометом. А теперь вот на 5-е сутки смело можно уже ставить вот такую кормушку. Напомню, этот брудер мы делали сами. И у меня есть видео подробного изготовления этого брудера. Вот так вот он выглядит. Делали мы его из остатков вот такой оцинковки. Выпрямляли, она была кривая, косая, ржавая. Вон видите на задней стенке. Так, и еще вот вопросы возникнут по вот этому подвешенному созданию в углу. Это чашечные поилки, которые я убрала, чтобы было больше места, когда цыплята были маленькими, суточными. И вот скоро придет время, можно будет их уже ставить. Пока что я пропаиваю цыплят аптечкой ветеринарной, поэтому мне необходимости в чашечных поилках все равно сейчас нет. А вот когда я их пропою, основное поение, тогда я смогу их подсоединить и уже витамины всякие добавлять в эти чашечные поилки. Вот так вот выглядят цыплята на 5-е сутки. Все у них хорошо, крылышки уже начинают отрастать. Пропаиваю я сейчас их антибиотиком 3 дня. Пою антибиотиком с 8 утра до 6 вечера, а с 6 вечера даю аскорбиновую кислоту на кончике ножа на литр воды. И так до утра у них стоит аскорбиновая кислота. Свет я не выключаю. У меня цыплята должны расти быстро, поэтому они должны кушать круглые сутки. А если свет будет выключен, соответственно, цыпленок не видит корма и он не ест. Самое главное первые дни – это обогрев. Цыпленок растет только в тепле и развивается хорошо в тепле. У него формируются правильно внутренние органы только когда тепло в окружающей среде. Первые 3 суток это должно быть 34-36 градусов.
в месте, где сидят цыплята, на уровне цыпленка. На 4-е сутки понижаем температуру приблизительно до 32, и так с каждым днем уменьшается температура. Как я определяю, что нужно понизить температуру? Цыплята сами вам подскажут. Они от нагревательного прибора стараются отойти в стороны. И если они отходят или от лампы, или от нагревательного прибора, значит им жарко. Вот тогда начинайте немножко по 1, по 2 градуса понижать температуру. Вот такие красотули. И теперь они будут кушать корм у меня из бункерной кормушки. Это упрощает и содержание, и уход. Смотрите, кто у нас родился. У нас родился цыпленок из моего голубого яйца. Камера не передает цвет яйца, но вот это, если помните, я собирала в центральном вольере от своей поместной курочки с американом, петушком. А вот это лежат, шевелятся яйца марана, которые мы купили для того, чтобы развести побольше курочек. Эти яйца мы заложили через 4 дня после основной массы яиц. И поэтому прошло 4 дня, и у нас теперь уже идут мараны. Вот так вот. Сейчас идет вылуп маранов. И вот эти 4 еще яйца лежит. Это моих чубатых кур. Все, мы ждем цыплят. Вот так красиво по кружочку обошел этот цыпленок. Все он сделал сам, без чьей-либо помощи. Он уже практически обсох. Это 21 сутки сегодня. И это я только ради вас открыла инкубатор и вам это показываю. А вообще-то открывать инкубатор я вам не рекомендую. Потому что теряется температура. Это очень плохо на выводе цыплят сказывается. Поэтому я сейчас закрываю крышку. И 37,9 градусов температура должна быть сейчас обязательно. И тогда все цыплята родятся, и все будет хорошо. Не теряется температура, ни в коем случае ниже не должно быть сейчас в инкубаторе. 37,9 или 38 градусов. Прошло немножко времени, и смотрите, цыплята вышли. Одного марана я пересадила уже в брудер. Еще у нас появилось на свет 3 марана и 2 моих хохлатых цыпленка. Это из моих яиц. И вот смотрите, эти цыплята марана, несмотря на то, что скорлупа марана очень твердая, вывелись сами. Они сами проклевали по кругу яйца. Вообще-то яйца желательно убирать, которые пустые. Но вот только для того, чтобы показать вам, я вот так вот все вместе хотела показать. И еще у нас наклюнутые марана яйца мы еще ожидаем. И вот я сейчас открыла инкубатор. Это очень плохо, потому что выходит тепло. Все, больше ничего пока здесь не показываю, потому что нужно срочно закрыть инкубатор. Инкубация идет дальше. Все, что происходит в инкубаторе, лучше контролировать через стекло. Да, оно старенькое, плохое, плохо видно, но это лучше, чем постоянно открывать инкубатор. Старайтесь как можно меньше, особенно в последние выводные дни, открывать инкубатор. Не понижайте температуру. Вы делаете хуже для ваших будущих
цыплят, а тем более для яиц, которые начинают выводиться. И самое главное, контролируйте температуру. Она очень сильно падает, когда начинается вывод цыплят. И, допустим, сейчас у меня там сидят цыплята, там температура сейчас хорошая. Как только я сейчас уберу цыплят, ложите туда градусник человеческий и измеряйте температуру. Если нужно, добавляйте больше. Температура не должна быть сейчас там низкая. Там сейчас должно быть 37,8. И тогда цыплята начинают дружно, быстро выходить из яиц. Как только температура падает, именно на 21 сутки, все, яйца затихают и никто не выводится. Как только я поднимаю температуру до 37,8, все, дружно пошли опять вылупливаться цыплята. Я вам рассказываю свои наблюдения, а вы делаете так, как вам хочется.